Здравствуйте, с вами программа «Путь правды». Я Оксана Волчонок и наш гость Кристиан Вершульц, известный австрийский журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Хорошо. Расскажите нам о себе немного, чтобы мы имели представление, кто вы, откуда. Я родился 53 года тому назад в городе Грац. Это южный город в Республике Австрии. Я закончил правный факультет, и во время холодной войны я хотел бы и знать язык другой супердержавы, поэтому я начинался изучать русским языком. Кроме того, я очень люблю Достоевского и Высоцкого. Потом, после распада Советского Союза, я первый раз был на Украине в апреле 1992 году в Киеве. И моя учительница русского языка родилась в Донецке в июле 1992 году. Это значит, первый раз я был 3 недели потом в Донецке, был в шахте. И еще один раз я был в Донецке в 1993 году, и там не только я изучал снова русский язык, но я начинался изучать украинский язык, и после того я и изучал украинский язык в разных городах Украины, закончил Гарвардскую летнюю школу украинознавства. И от 1999 года до января этого года я был корреспондентом австрийского телевидения на Балканах. Наша канцелярия находится в Белграде. Являетесь ли вы патриотом своей родины? И откуда этот вопрос возник? Хотелось бы немножко разобраться в понятиях Штири. Она прошла через раздел во время Первой мировой войны. Раздел произошел мирным путем. В то время как соседняя возле нее Каринтия, она разделилась с противостоянием. Почему так сложилось? Потому что сирийцы были достаточно глупые и не воевали. В городах Марибор, Цели, Птуи, Марибор, Цели, Петра, там 90% населения было немцы. И вот это был Версальский и в случае Австрии Сан-Шерменский договор, и мы тратили эту территорию. В Каринте люди воевали, не потратили эту территорию. И ради того, потому что там и население, которые действительно были славяне, не хотели стать членом королевства Югославии, они и воевали на сторону немцев, и поэтому эта территория осталась в рамках Австрии, але так после референдума 10 октября 1920 году. А насколько можно провести линию сходства между ситуацией, которая была в Югославии и в Украине сейчас? Но я считаю, что там существует и до сих пор серьезные разницы. Например, вот здесь вообще не существует роль религиозный момент. Понимаете? Прежде всего в Боснии и Герцеговине там и 3 веры. Конечно, с начала войны это не было важно, но эта война была 4 года, и как длиннее была война, потом и как средство пропаганды они использовали и такие аргументы. Кроме того, уничтожение в Боснии и Герцеговине после 4 лет войны, это было гораздо хуже, чем до сих пор в Донецкой области или в Луганской области. Но очень важно, что помирение – это очень сложный процесс. Я боюсь, чем длиннее идет боевые действия здесь, чем длиннее будет и процесс до примирения. Да. Но было ли в Югославии, в ситуации с Югославией, влияние внешней стороны? Да, внешний фактор был так, что когда серьезно начинался распад старой Югославии через разные страны, Венгрия, Австрия и так далее, было добавление оружия в Словению и Хорватию. Но Югославия действительно была результат 2 мировых войн. И после распада Советского Союза и после окончания 2 блоковских систем, в принципе, Югославия потеряла свой смысл, и проблема была в том, что внутри были огромные проблемы, экономические проблемы, социальные проблемы. Конечно, и диаспора играла свою
роли в Словении, жили 90% в Словении, когда перетрансформирование Югославии не удалось, там были референдумы, и это было право на самоопределение народа. Как вы считаете, есть ли влияние стороны внешней в конфликте на Украине? Но, конечно, существует огромное влияние, наверное, и уже от Майдана, несмотря на то, конечно, Майдан финансировали и олигархи украинские, но, конечно, существует влияние Америки на Киев, прежде всего, вот здесь существует влияние и от российской стороны финансовая помощь, помощь оружия, помощь от гуманитарного конвоя, который снова приехал сегодня до учебников. Конечно, это существует, но украинцы и россияне, и русские, то всегда, как существует мир, будет соседи. Все остальные очень далеко, поэтому существует сербская пословица лучше плохой год, чем плохой сосед. Ну, лучше, как говорится, плохой мир, чем хорошая война. Еще можно так сказать. В Боснии и Герцеговине сейчас 20 лет после окончания войны, в принципе, нет государства. Понимаете, я не знаю, что этот плохой мир действительно было лучше за эту страну, чем если это действительно там война окончалась с ясным результатом. Понимаете, потому что долгосрочно посмотрено нестабильная ситуация, это очень плохо за экономику, за перспективы людей и жителей, которые там должны живут. Украина, Россия, это соседи, это безусловно, это исторически так сложилось, и вообще мы все русские, да, скажем, вот в пределах всей территории нашей. А влияние Европейского Союза и влияние США на конфликт в Украине, как вы оцениваете это? Но я считаю, в первую очередь, это очень сложно говорить об Европейском Союзе, понимаете, потому что это организация от 28 стран, и там существуют очень разные интересы. Поэтому существуют разные группы государств в рамках Европейского Союза, у которых разные интересы. У США только одно министерство иностранных дел, в Европейском Союзе 28. А у Америки меньше интересования, что вот здесь будет мир, чем это интересование существует в рамках Европейского Союза, потому что у Европейского Союза гораздо сильнее экономические интересы и на Украине, и в России, и поэтому Германия, Австрия, другие, у них очень сильный интерес, что вот здесь будет мирное решение столкновения. В Америке такие сильные интересы нет. Скажите, пожалуйста, вы были на Майдане, во время Майдана, насколько я поняла. Да. Что происходило там, вот ваше видение ситуации? Главный вопрос для меня до сих пор есть, кто стрелял. Я имею в виду 21 и 22 февраля. Потому что это известно, что там страдали и демонстранты, там страдали и люди из милиции, из Беркута и так далее. И до сих пор я не знаю, я не могу вам сказать, кто действительно стрелял. Я не сомневаюсь, что вот там это было серьезное движение против Януковича. Это все начиналось с демонстрацией поводом отказания подписания договора о ассоциации. Как вы знаете, потом мне кажется, что, наверное, Янукович был еще больше коррумпированный президент, чем все остальные. Поэтому и существовал повод. К сожалению, результат Майдана потом был такой державный переворот. И вот результат Майдана был и основан столкновением между Восточной Украиной. И вместо что все были радостны, что больше нет Януковича, это движение водило до разделения и в рамках Украины. И до сих пор потом Крым, потом столкновение Восточной Украины. И, к сожалению,
это процесс дальше идет. Но Майдан было, на Майдане были разные группы. Там были бабушки, которые готовили обед, ужин студентам, демонстрантам. На Майдане были радикальные силы, как правый сектор и другие. Это значит, Майдан не было homogенное движение. Но они в конце концов все были только против Януковича. И они были все против Януковича, но в конечном итоге что произошло дальше? Что Янукович сбежал, да, скажем, невзирая на то, что были подписаны все договоренности, он был на все согласен, можно было дождаться, когда были бы закономерно проведены выборы, а не досрочные выборы. Но это тоже как бы даже опустим. Почему по отношению к тем, скажем, захватам зданий, вот, которые происходили в Донецке, в Луганске, двойные стандарты применяются по отношению к тем, которые происходили в Киеве. Получается, радикальные представители правого сектора, захватывая какое-то здание в Киеве, они говорили, что не освобождают от власти, да, как бы по факту. Когда жители Юго-Востока Украины сказали то, что им не хотелось бы быть в Европейском Союзе, и о том, что они хотели бы больше иметь экономические связи с Россией, да, и просили просто о децентрализации власти, то есть им отказали и начали приниматься двойные стандарты. Почему и до сих пор все жители, большинство жителей, даже маленьких детей называли террористами, и почему применяются двойные стандарты? Но это очень просто, потому что это вопрос власти. Вот там это очень просто. Кто пишет, использует эту терминологию, которая ему выгодна. Но, получается, Майдан стоял впустую, ведь если, получается, к власти, они стоят, за что стоял Майдан, да, по факту? Чтобы не было олигархов во власти. А ведь выбрали сами Порошенко, получается, власть диктует опять то же самое. Майдан, конечно, олигархи и финансировали Майдан, но там эта демонстрация не была сделана от стороны олигархов. Але посмотрите, это очень просто. Как только Ясир Арафат, который был лидер палестинцев, он был террористом, название террориста и так далее, и так далее. И потом, когда они нашли компромисс, потом он стал державник. Еще лучший пример это Гаддафи. У Гаддафи было развитие от террористов ради сбития авиона над Локкобием до державника, и потом он снова стал террористом. Это никогда, для того не существует объективные меры. Это вопрос взгляда, это и вопрос власти. Ваш противник вас считает террористом, ваш соплеющий вас считает освободительные силы, поэтому я как журналист я не использую ни слова ни террориста, ни слова освобожденные силы. Я за Австрию использую нейтральное слово, потому что это не моя страна, это не моя война. Я вам только советую, окончайте эту войну чем быстрее, потому что у меня австрийский паспорт, але внешний шит есть.